Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня у нас воскресенье. Это означает, что проводим еженедельный стрим, на котором обсуждаем все наиболее важные новости, которые приходили на минувшей неделе. Сразу хочу поздравить всех православных с праздником Крещения Господня, мира, любви и добра. Дорогие друзья, да, несмотря на то, что мы живем в достаточно непростое время, нужно все равно находить время для близких, родных, для себя, для какого-то приятного дела, для улучшения себя, да, для постоянного совершенствования. И не унывать ни в коем случае, потому что уныние, ну, во-первых, не лучший советчик, и на секундочку грех. Вот, и вы сами понимаете, что в таком состоянии невозможно ничего делать. Поэтому желаю всем обрести вот это спокойствие, пусть оно сопровождает вас на протяжении всей жизни, всего времени, что вы изучаете вот эти вот тревожные новости, да, опять же, которые, часть из которых, кстати, не факт, что правда, да, то, что нам скармливают СМИ, но, тем не менее, мы вынуждены изучать эту повестку, да, чтобы быть в курсе того, что происходит и того, что планируется. Дорогие друзья, пожалуйста, напишите плюсики, поставьте плюсики в чат, если меня хорошо слышно и видно, чтобы не пришлось заниматься настройкой технической части. Так, вижу плюсики, значит, вроде бы как все отлично. Хорошо. Ну что же, друзья, мы приближаемся к такой весьма любопытной дате, 20 января, да, которая нас ожидает завтра, потому что Дональд Трамп вступает официально в должность президента. То есть мы будем наблюдать события инаугурации, к которому уже вовсю, так сказать, готовятся. Как готовятся, вы прекрасно знаете. Собирает силы Национальной гвардии, дроны, оцепление ставят. В общем, могут различные шоу нам показывать. Почему шоу, вы поймете чуть позже. Те, кто давно подписан на канал и знает мою точку зрения, вы понимаете, почему шоу. Да, потому что Дональд Трамп, он, как и любой персонаж на вот этой вот геополитической арене, абсолютно не самостоятелен. Он не является вообще, я бы убрал этот термин из обихода, президент как человек, который управляет страной. Но это же вранье. Это же просто менеджер, актер, который играет определенную роль и проталкивает определенные идеи. Поэтому чуть позже мы с вами обсудим новости, которые на самом деле для меня не являются каким-то сюрпризом. Это все было закономерно, предсказуемо и ожидаемо. Итак, дорогие друзья, давайте начнем. Первую новость, которую я хотел бы с вами обсудить, да, мы сейчас говорим про всю прошедшую неделю, она касается разработок нашего с вами частого гостя, в кавычках, я имею в виду новостных сводок, гость новостных сводок, Билла Гейтса. Да, помните, что у него достаточно много проектов, которые он реализует, глобалистических, и один из таких нашумевших, который, скажем так, уже прошел определенную тестировку, это, конечно же, роботы, я не знаю, или генно-модифицированные комары. Вот. И, собственно говоря, вот кроме шуток, да, исследование в этой области продолжается, и как раз вот первая новость, которую мы с вами обсудим, касается именно этого. То есть это никакая не теория заговора, уже давным-давно, это реальный факт, о котором трубили крупные издания. И не только на прошлой неделе, а за последние несколько лет. Итак, друзья, продолжаются клинические испытания комаров для внедрения генетически модифицированных малярийных паразитов. В Нидерландах проводятся клинические испытания на людях по жижизации, да, против вот этой вот малярии с использованием комаров, инфицированных генетически модифицированной версией паразита. Доктор Питер Маккаллоу привлек внимание к испытаниям в недавнем посте на своей странице в Substack. Это, я так понимаю, социальная сеть одна из. В общем, друзья мои, они пытаются
максимально создать такие условия, чтобы вот ту генную терапию, которую они начали проводить в 2021 году, да, там в конце 2020, чтобы максимальное количество людей подверглось вот этим вот, так сказать, манипуляциям, да, но опять же, тут нужно понимать, что это все-таки нарушение закона свободы воли, да, потому что невозможно, ну то есть если человек чего-то не знает и ему пытаются там что-то изменить в его организме, то есть не берут никакого у него согласия, это совершенно другая история. Почему, когда вот эта вот история с модными процедурами началась, то людей требовали информированное письменное согласие обо всем, потому что они не могут этого сделать, если человек сам не соглашается. Во-первых, юридически они себя освобождают от какой-либо ответственности, да, и, соответственно, так сказать, в высших инстанциях тоже себя освобождают, мол, вот, человек сам подписался, согласен, никаких претензий не имеет, вот. Поэтому очень важно вообще наблюдать за теми тенденциями, которые сегодня разворачиваются, потому что они могут спрятать какое-то зло под новой оберткой, и если мы не будем это изучать, мы не сможем, собственно говоря, понять, что происходит, да. Поэтому мы с вами здесь и обсуждаем все, что происходит в плане новостной повестки, и вы своим знакомым рассказываете, близким, родным, и таким образом по цепочке информация передается. Следующая новость, друзья, в очередной раз подтверждает, что отслеживание, слежка, все, что связано с сбором информации, цветет и пахнет. Минцифры в России собирается потратить 2 миллиарда рублей на сервис искусственного интеллекта, который будет следить за россиянами. На сегодняшний день в России уже установлено более 1 миллиона камер видеонаблюдения, причем каждая третья из них подключена к системе распознавания лиц. Но я хочу обратить ваше внимание, друзья мои, что несмотря на то, что такие системы существуют, и официальная цель того, для чего это делается, да, ну, мы опустим такую процедуру, как выписка штрафов, да, водителям, которые нарушают правила ПДД, там, и так далее, да, потому что в основном камеры вот эти вот фиксируют нарушения какие-либо и автоматически им выписываются штрафы. Мы это немножко опустим. Давайте вот поговорим о том, что в самом начале связывали с вот этими умными камерами, что они будут быстро находить правонарушителей, да, преступников различных, которые совершают тяжкие какие-то деяния. Но по итогу мы видели, как, например, в период вот этой вот, так сказать, мобилизации, да, там искали людей, вот кто уклоняется. То есть, ну, понятно, что для государства это является правонарушением, но если мы говорим про уровень преступности, то я, например, не слышу, что какое-то идет сокращение статистики преступлений. Более того, я сейчас, кстати говоря, цитирую официальные источники, что так сказать, в органах правопорядка есть такой, ну, серьезный на сегодняшний день недобор сотрудников. Это, то есть, это не это не теория заговора, это вы можете сами сейчас в Яндексе набрать и увидеть. То есть вот на фоне этого всего, как бы казалось бы, вот эти камеры с искусственным интеллектом, они должны наоборот помочь, да? Потому что они бы серьезно облегчили весь цикл, например, поимки преступников, да, особо опасных, да, там каких-нибудь рецидивистов, которые там, не знаю, все тяжкие вот преступления совершают, там, грабители и так далее, да, казалось бы. Но мы не видим особого какого-то всплеска, причем не только там в России, но и вообще во всем мире, как правило. Да, это о чем-то договорит все-таки. То есть, понимаете, вот смотрите, я вам приведу пример, это очень будет сейчас наглядно, друзья, и я вынужден, понимаете, я же не хочу как робот просто вам процитировать новости, просто прочитать новости и все, до свидания, стрим закончился. У меня в ходе, так сказать, вот этого монолога моего возникают определенные мысли, которыми я хочу с вами поделиться. И вот мысль, которая сейчас у меня вертится в голове, связана с восприятием большинства какой-либо информации. Да? Вот, например, недавно у меня вышел видеоролик с Дмитрием Халезовым, Дмитрием Алексеевичем Халезовым. И там обсуждаются очень такие тонкие моменты, тонкая очень информация, которую человек неподготовленный будет воспринимать в штыки, особенно если он взращивался в определенной идеологии, с такими, знаете, ментальными запретами на критику чего-либо и на критическое осмысление, понимаете? Вот я приведу пример, да, мы с Дмитрием Алексеевичем обсуждали, подчеркну,
там это, ну, там не было того, что вот это прямо факт подтвержденный, но есть версия, вот об этом речь. То есть адекватный человек должен понимать, что мы, допустим, что-то обсудили, это версия. Вот. В моем понимании, там те версии, которые там с Гагариным мы обсудили, они имеют право на существование. Я не говорю, что это правда, вот истина в последней инстанции, но для меня это логически объясняет многие вещи, связанные с космической программой США, и почему Советский Союз, например, не, скажем так, не рассказал всему миру, что они никуда не летали, а это, ну, как бы две державы противоборствующие, и там, извините меня, в холодной войне какой-то козырь да нужен был. А вот как раз вот эта ситуация, она показывает, что они тоже не могли рассказать, что для меня является логичным. Я не утверждаю, что это правда, но для меня это логично. Чему я вот привел этот пример? То, что там очень много людей, которые, казалось бы, ну, подписаны были на мой канал, смотрели по каким-то другим вопросам, они сразу начали в штыки информацию воспринять, вместо того, чтобы покопаться, поискать возможную какую-то информацию на эту тему. У них вот этот вот триггер в голове сработал. Как? То есть, да, я вот в какие-то другие теории заговора там и вранье могу поверить, а вот это все по больному ударило. Как это? Неужели? Как это? Космические полеты? Что? Неужели это тоже вранье? Как так? Понимаете? То есть у каждого человека есть определенная граница, за которую, когда ты заходишь, рассказывая ему определенные вещи, у него начинает сбоить все, у него там искры идут, если бы приводить аналогию там с каким-нибудь роботом, да, то там просто искры идут, понимаете, в процесс, в том отсеке, где процессор. И он, ну, понимаете, резко, ну, происходит реакция. Вот, например, я когда что-то слышу, да, вот какую-то версию, что-то, я могу лишь сказать, соответствует ли эта версия, по моему мнению, действительности, просто исходя из каких-то логических интерпретаций. Почему да, почему нет. Но я никогда не воспринимаю информацию в штыки, особенно если у меня нету какой-либо базы, то есть моего личного исследования, чтобы это подтвердить или опровергнуть. Так вот, друзья мои, и когда вот мы с вами вот в этой области крутимся, то есть когда я что-то высказываю, какое-то свое мнение, у части из вас, и это нормально, может возникать какое-то неприятие и когнитивный диссонанс, потому что у всех вот... Да, мы, все, кто сегодня собрались на стриме, да, так или иначе пытаемся заглядывать хотя бы чуть-чуть, хотя бы как будто бы нам кажется, что мы за кулису заглядываем, да, что там происходит. На самом деле нет. Мы очень ничтожный процент информации знаем. Но тем не менее, у кого-то вот этот диапазон, он шире, да, восприятие информации, у кого-то он уже гораздо. И когда человек сталкивается с информацией, которая противоречит каким-то фундаментальным его представлениям о мире, у него начинается сбой. Вот. И я бы очень хотел, на самом деле, чтобы каждый из вас вот этот диапазон расширял. То есть, вот вы услышали, вам кажется абсурд. Знаете, я тоже многие... Вот да давайте не будем далеко ходить. Спроси каждого из вас лет 10 назад про химтрейлы, про сети пятого поколения. Вы бы у виска пальцем покрутили, понимаете? Со временем, когда вы получали определенные факты, не резко вам в лоб сказали, что вот это есть, а со временем, когда вы получали определенные порции информации, у вас этот диапазон по какой-то из тем медленно расширялся. Восприятие информации. А, соответственно, если бы вам это все вылили в лоб тогда, когда вы не были к этому готовы, у вас именно такой сбой бы и случился. Поэтому вот очень важно, друзья, я хотел бы, чтобы вы каждую информацию не воспринимали в штыки, а если вам кажется это абсурдным, но просто потому что, без других фактов, без вашего исследования, пойдите, загуглите, хотя бы загуглите, поищите соответствующую литературу, информацию, изучите, поваритесь, и уже исходя из контраргументов вы сможете сделать собственные выводы, основанные не на вашем диссонансе, а на реальном исследовании. И я понимаю, что минимальный процент из вас это делает вообще в принципе и думает. Многие приходят, например, на мои стримы за информационной жвачкой. Им просто по кайфу слушать, когда «Ой, а что-то такое интересное сейчас, да, произойдет? Ой, вот это да!» То есть они воспринимают всю эту информацию, вот с попкорном сидят или на фон там все ставят. Это ж интересно, понимаете? Только вот когда начнется терминальная фаза событий, никому уже будет неинтересно. Там, ну, я максимально вот просто молюсь, чтобы это отсрочилось все, понимаете? Вот, и мы с вами, на самом деле, вот то, что это обсуждаем, это не попкорное кино, это серьезные вещи, которые прямо сегодня в нашем мире происходят, понимаете? Просто в определенной степени касаются нас или нет.
Вот такое небольшое отступление. И, кстати, вот бывает такое, что я углубляюсь в дебри и понимаю, что да, я там немножечко, так сказать, увлекся мыслями, но нет. Вот сейчас я хочу подчеркнуть. Вот это отступление мое, лирическое, в кавычках, которое было сделано, я абсолютно его вот, так сказать, продумал от начала и до конца, и я считаю, что каждый из вас вот это вот должен был услышать. Это важно. Потому что мы сталкиваемся, иначе, если каждый человек будет в штыки воспринимать новую информацию для него, мы будем сталкиваться с тем, что даже в среде людей, которые что-то начали понимать, будут разногласия и споры, и конфликты. А это глобалистам максимально на руку, да, и как бы их хозяину, у которого просто страсть разделить людей по какому-либо признаку, по мнению, по еще какому-то и так далее. Вот это их выигрыш, понимаете? То есть вот просто чтобы вы понимали тоже. Итак, о чем мы говорили с вами ранее? О том, что сейчас готовятся плотно к инаугурации, и мы плавно переходим к конкретной новости на эту тему. Итак, по поводу того, что готовится, какие меры предпринимаются для того, чтобы обезопасить, так сказать, вот эту процедуру вступления Трампа в должность. Ну, давайте сейчас по цифрам с вами пройдемся, по конкретным. Вот вам фотография, как там готовят укрепления всякие. Вот. Да, возле Белого дома. А, кстати, давайте я так и буду делать. Буду какую-нибудь фотографию вот сюда публиковать, и закадровый голос такой будет мой вещать. Это будет нагляднее. Итак, подготовка к инаугурации Трампа, округ Колумбия, США, с дронами, войсками и ограждениями. Ссылаясь на официальных лиц США, издание «Телеграф» сообщает, что около 7800 солдат присоединятся к полицейским для патрулирования Вашингтона, округ Колумбия, во время мирной передачи власти. Газета также сообщает, что 2 полевых отделения ФБР, рой беспилотников и не менее 30 миль ограждения будут использоваться для защиты Трампа и гостей инаугурации. То есть, смотрите, вы видите, насколько все это серьезно. Вот. И прежде чем мы продолжим обсуждение этой новости, есть еще пару деталей. Я всех, кто еще этого не сделал, призываю подписаться на телеграм-канал. На сегодняшний день, вот если брать все блокировки, все типы блокировок, Telegram пока что, нравится это кому-то или нет, остается одной из самых, скажем так, таких вот источников, одним из самых таких источников информации в интернете, который меньше подвержен каким-то вот таким вот санкциям. Поэтому, друзья мои, ссылку на телеграм-канал я отправляю вам в чат. Традиция. Так, подписывайтесь. Если кто-то смотрит в записи стрим, то ссылка будет в первом закрепленном комментарии. Будете в курсе, так сказать, последних всех новостей. И там, если что-то происходит с Ютубом, всегда я обновляю информацию, и вы своевременно можете понять, что происходит и так далее. Тем более, друзья, если вдруг реально что-то снова будет происходить, ну, мы знаем, да, вот, что периодически какая-то шиза накрывает тех, кто все это делает, то в Телеграме, да, на секундочку, есть еще и возможность, как многие из вас знают, проводить также стримы. То есть это некий такой запасной аэродром, который мы можем с вами в случае чего использовать. Так что подписывайтесь. Будем и там с вами на связи. Что касается ситуации с инаугурацией, да, мы видим с вами, что все это действительно подготавливается. И, друзья мои, хочу вот напомнить для тех, кто исследовал этот вопрос, вот еще, когда перед тем, как было покушение, в кавычках покушение на Дональда, когда пуля пролетела буквально рядом с ухом, да, вот, значит, был некий такой предсказатель, сейчас не вспомню его имя. В общем, он предсказал якобы вот это покушение на Трампа задолго до того как. Но в моем понимании этот человек абсолютно системный, и спецслужбы, они также используют всяких вангователей, всяких в
в кавычках, предсказателей для продвижения определенной повестки. Потому что люди склонны доверять вот таким вот инфоповодам, да, когда какой-то предсказатель кого-то может обжествить, да, тем самым. Я не говорю, что, так сказать, да, там были, вот, например, если мы говорим про православных наших там старцев, кто вот тоже предсказывали, это другое. Мы сейчас говорим о тех, кто ангажирован политически по отношению к какому-то человеку, например, к Трампу. И этот же самый человек предсказал, что якобы будет несколько атак в городах США. И, собственно говоря, будет попытка, в общем и целом, значит, все это дело Трампу якобы подпортить. Хотя вот, опять же, друзья, смотрите, как все сделано ловко. Как они расщепляют людям сознание надвое просто. Смотрите, с одной стороны, у части населения создается впечатление, что Трамп это некий спаситель, который против глубинного государства, да, и это подтверждается атаками на него со стороны, там, неважно, там, демократической линии и так далее, неважно кого там, каких-то радикалов исламистских, неважно. А с другой стороны, друзья, следующие новости, которые вот мы сегодня обсудим, дадут вам понять, что никакой он не спаситель, что никакой он там не внесистемный какой-то борец, борец за справедливость. Нет, он абсолютная часть всей этой программы. Итак, давайте перейдем к следующей новости. Вот, пожалуйста, да, я вот, ну, видимо, предугадал немножко, о чем будет следующая новость, но вот она как раз будет в тему, да. Трамп изначально, как он проводил свою политику, он себя выставлял таким неким миротворцем. Вот сейчас я приду, да, и я сделаю, что все, закончим там и с Украиной, и другие моменты тоже. Но, тем не менее, вот новость свежая. Трамп намерен ускорить поставки оружия Тайваню. Избранный глава администрации США Дональд Трамп планирует увеличить темпы поставок американского оружия и военной техники Тайваню. Об этом сообщил будущий помощник 47-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтс. Ничего себе, миротворец. То есть мало того, что у нас в мире сейчас огромное количество конфликтов, он еще решил подогреть Тайвань, который без того там с Китаем, сами знаете, какая ситуация, да, уже на протяжении нескольких лет последних. Дальше рассмотрим новости. Так, рассматриваем новости дальше мы с вами. Следующая интересная информация тоже в интернете ходит. Значит, есть как раз-таки в Телеграме у меня этот отрывок из «Симпсонов», где показывают серию, в которой также Трамп президент. И, собственно говоря, что еще интересно? Что в этой серии показывают момент, где в тот момент, когда Трамп президент, происходит сбой глобальный всего интернета мирового. Это тоже интересно. В общем, кто хочет посмотреть, заходите в Телеграм. Следующая новость, друзья, она тоже как бы предвосхищает те события, которые мы с вами неоднократно обсуждали на стримах. И понятное дело, что если мы говорим про Европу, то Европу готовят к какому-то масштабному конфликту серьезному. Вот, пожалуйста, подтверждение, да, ну, также от глобалистической структуры, естественно. Всемирный экономический форум, да, ВЭФ. Они тоже это подтверждают. Значит, Всемирный экономический форум назвал вооруженный конфликт главным глобальным риском 2025 года. На втором месте экстремальные погодные явления, на третьем геоэкономическая конфронтация. Так. Далее. Далее. Любопытные новости, но это уже не в первый раз, кстати, за последние пару месяцев приходят из Беларуси. И вы слышали, что там, возможно, готовится либо какое-то вторжение, либо военный переворот. Пока нельзя с точностью и полной уверенностью сказать, но работаем с тем, что имеем.
Итак, Запад планирует с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район Беларуси и ввести туда миротворческие силы. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Республики Вольфович. Вот такие вот интересные новости приходят. Следующая, друзья, часть информации, которую мы обсудим, касается, конечно же, личных данных простых граждан. На самом деле сегодня они никак не защищены по факту во всем мире, да, неважно там какие системы безопасности стоят, и прежде всего потому, что некоторые компании работают против простых граждан. И вот вам подтверждение. Штат Техас подает в суд на Allstate за тайное отслеживание водителей и продажу данных с целью повышения страховых тарифов. Ну, в смысле ценника страховых тарифов. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон подал новаторский иск против Allstate Insurance и ее дочерней компании Arity, обвинив компанию в незаконном сборе, использовании и продаже данных о поведении водителей более 45 миллионов американцев. То есть, вот, чтобы вы понимали, да, получается, неважно, вот, допустим, живешь ты в России, и как бы твои личные данные сливают какие-нибудь службы по доставке еды куда-то. Или ты живешь в Америке и просто пользуешься автомобилем, неважно, понимаете? То есть, это проблема всего мира, то, что это происходит. Поэтому, друзья мои, будьте очень осторожными и особенно, вы просто представьте, да, если вот, допустим, для злоумышленников и обычные ваши данные представляют определенную, возможно, какую-то ценность, то биометрические данные, особенно если подвязаны к вашим уже банковским счетам, это самая высшая степень опасности, потому что биометрические данные с течением жизни не меняются. Они подвязаны, допустим, если у кого-то к вашим счетам. Злоумышленник, получая ваши биометрические данные, получает доступ автоматически к вашим счетам. Вот и все. Поэтому это все очень опасно, и я не рекомендую никому пользоваться вот именно биометрией. Следующая новость. Вот опять же хочется эту новость специально процитировать для любителей немножечко поверить официальной повестке и пропаганде. Да? Смотрите. Вот у нас вообще как вообще официально у нас Китай представляется? Да неким таким другом, неким таким соратником, большим братом. Да? Но почему-то реальные новости говорят немножечко о другой коннотации. Смотрите, у берегов Китая заблокированы российские танкеры с нефтью. Почти 4 миллиона баррелей. Об этом пишет Bloomberg. 10 января США ввели новый пакет санкций, и хотя ограничения не вступили в силу, китайские порты опасаются принимать топливо из России. За последние дни объем простаивающей нефти увеличился вдвое, отмечает издание. Друзья мои, ну не просто так существует пророчество о том, что Китай попытается оттяпать как раз на Дальнем Востоке, там в Сибири какие-то земли. Но это же логично. Они, во-первых, у них огромная армия, у них огромная численность, они дисциплинированные. У них есть свои какие-то там вот эти вот внутренние легенды, истории про то, что это их земли, некогда утерянные в прошлом, понимаете? То есть вот эти все факторы и базовая логика, они не дают спокойно вообще смотреть на вот эту дружбу, понимаете, в кавычках. Я уже молчу про какие-то очень сомнительные, так сказать, решения, в которых выгоду получает Китай, но не мы. А таких решений и таких сделок было очень много, насколько я знаю, за последние годы. Следующая позитивная новость, друзья, подчеркиваю, позитивная, реально хорошая новость, реально хорошая. И вот я всегда подчеркиваю, что, друзья, я рассказываю не только то, что как все плохо, а есть реально хорошие новости, причем масштабные, и там одна новость такая хорошая затмевает несколько плохих. Вот, пожалуйста. Да, смотрите, что происходит. Больше половины россиян не готовы расплачиваться биометрией. 64%. И это только официальные цифры. Не готовы оплачивать покупки в магазинах и поездки в транспорте по биометрии. Показал опрос. Кто тут у нас? «Комсомольская правда», да. В нем приняли участие 6 тысяч человек. Они подчеркнули, что не хотят доверять свои биометрические данные банкам,
особенно на фоне активных действий мошенников. Пожалуйста. И, друзья, здесь, смотрите, формулировка очень важная, и я с ней согласен. То есть не потому, что даже люди там не хотят отдавать свою биометрию, не потому, что они боятся, что за ними там правительство следит, а элементарно потому, что работа мошенников, она сегодня на высоком уровне, благодаря в том числе нейросетям, и это базовая безопасность людей, понимаете, их финансов. Не касаясь еще даже никаких слежек там, никакого контроля тотального, понимаете, это уже только из-за мошенников становится опасным. Вот в чем дело. Давайте без картинки. Следующая такая новость. Ну, как вы понимаете, за последнее время активировались новости по поводу новых хворей каких-то и в Китае. И вот смотрите, сейчас в России тоже. Вон пишут, что вспышка свиного гриппа зафиксирована в России. За последний месяц зарегистрировано 5 смертельных случаев в Ульяновской, Московской, Новосибирской, Воронежской областях и Забайкальском крае. Жертвами стали те пенсионеры, которые не сделали какую-то волшебную процедуру, что интересно. В общем, друзья, вот просто вспомните, когда началась та же СВО, все забыли вообще, что такое ковид, а до этого это было самое вообще страшное, что могло произойти в нарушении всех, значит, медицинских норм, определение, что такое вообще крупномасштабное вот бедствие подобного формата, да? А тут раз и все, и теперь мы снова видим активизацию вот этих вот историй. Я ни на что не намекаю, но имейте в виду, что они могут повторить какие-то вот эти вот сценарии похожие, конечно, с меньшим успехом, естественно, из-за утраты доверия у населения после того идиотизма, который происходил, но тем не менее, друзья. А теперь просто лакомая новость для всех любителей Дональда Трампа. Специально им посвящается следующая новость. И, ну, как бы комментарии будут излишни, понимаете? Комментарии будут излишни в том, что вы сейчас узнаете. Ну, кто-то уже знает, а кто-то нет. Билл Гейтс, да, тот самый Билл Гейтс, провел интригующий 3-часовой ужин с Трампом, на котором они обсудили новые МРНК-жижи, конечно же, и их внедрение. Алекс Джонс об этом и сообщает, понимаете? То есть я сейчас цитирую Алекса Джонса, любителя Трампа, понимаете? Он один из первых просто почитателей Трампа. И вот что он пишет. Билл Гейтс утверждает, что президент Трамп может поддержать операцию Warp Speed 2.0 с развертыванием экспериментальной вот этой вот жижи от ВИЧ, СПИДа. На встрече 3 недели назад в Мар-а-Лаго Гейтс утверждает, что Трамп проявил интерес, поддержав программу эту по развертыванию непроверенной и не сертифицированной вот этой вот генной всей жижизации. Вот такие, друзья, новости. И это, на секундочку, за 3 недели, там, практически за месяц до вступления Дональда в официальную должность. Понимаете? Вот так вот, вот так вот. Ожидаемо 100%. Друзья, еще интересная новость. Помните, когда были пожары, где же они были? Еще Али оттуда вел репортаж. На Гавайях, пожары на Гавайях, когда, помните, были? Значит, смотрите, в чем история. Некоторые жители после вот этих вот поджогов лазером откуда-то там, я не знаю, не с орбиты, вот с вот этих летающих на самой близкой околоземной орбите вот этих спутников, типа якобы, или с помощью какого-то другого устройства поджигали вот лазером или чем-то там дома. И, пожалуйста, вот еще одно подтверждение, что в Лос-Анджелесе пожары рукотворные. Нашли фургон синего цвета, который не пострадал в Лос-Анджелесе. Полностью синий фургон. Вот вокруг него все сгорело и стоит он целый невредимый. И, собственно, у многих, у кого крыши синего цвета, также не пострадали от пожаров. Ну, такая вам еще интересная особенность. Ну и на закусочку, что называется, новость, которая, в принципе, по сути, логична, но, тем не менее, здорово, что об этом высказываются многие специалисты. Финансовый эксперт в Америке предупреждает, что цифровая валюта, точнее, цифровая денежная система обеспечит полный контроль над гражданами. Финансовый эксперт Кэтрин Остин Фитц предупредила в недавнем гостевом выступлении в колледже Хиллсдейл, что любая полностью цифровая денежная система, не только та, которая имитируется непосредственно центральными банками, несет в себе угрозу установления полного контроля над гражданами.
Ну, это мы и так знали, но здорово, опять же, повторюсь, что она об этом высказывается публично, и что, знаете, вот есть часть людей, очень небольшая, кто смотрит такие стримы, типа как у меня, но вы представьте, что основная часть вообще даже об этом не думает, потому что все в проблемах, в кредитах, сами понимаете. Но если они вдруг услышали вот эту вот женщину, которая выступает на официальном уровне, это уже здорово, что у кого-то шестеренки зашевелились, и они такие, ага, цифровые валюты – это рабство, это плохо. Вот что самое важное. Друзья, ну что же, по основным, значит, новостям мы с вами, в принципе, прошлись. И сейчас уже переходим к непосредственному общению. Пишите ваши вопросы, комментарии, интересную информацию о книгах, фильмах и других материалах, которые, как вы считаете, следует изучить. И через несколько секунд мы начинаем. Я, как вы знаете, читаю весь чат, начиная с самого начала стрима. Самые интересные, самые лучшие комментарии, зачитываю вопросы и все прочее. Так что через несколько секунд начинаем. Поехали, поехали, поехали. Итак, самое начало стрима. ALX пишет, начнется 21 января. Ох, заинтриговали. Сколько же было разных дат, кто вот в комментариях писал, вот этого числа начнется, а вот этого начнется. А когда никто ничего не писал, вот как раз и начиналось, когда никто не знал дат. Ну, ALX, ну раз уж интригу создали, ну напишите, что же начнется 21 января. Так, Константин Поланский, всех с праздником поздравляет. Наталья Шульга, всем добрый день, спасибо. Так. Так. Интересно. Нюргун Гаврилев пишет, в последней серии сериала «Укрытие» много подсказок. Капитолий, грязная бомба, штат Луизиана, радиационная угроза. Угу. Да, в сериалах они много чего прячут на виду. И в сериалах, и в фильмах, и в мультфильмах, и в клипах. Так, друзья, да, не забывайте, кстати, на Телеграм подписываться, пока читаю чат, сейчас тоже вам отправлю снова ссылку. Па-па-пара-па-па-па. Так, а где? Куда пропало все? Куда ж все так быстро-то пропадает, а? Только хотел вам отправить, а оно берет и пропадает. Так, сейчас сделаем все. Ну, вы пока как раз пишите. Я там остановился немножко на чате, но запомнил, где остановился. Такс. Да, вот нашел. Так, Владимир пишет. В 2008 году на улице подошли и начали рассказывать про карты, что их нельзя ни в коем случае принимать. Ну, на самом деле, да, тогда в те годы, это как раз-таки 2009-2008, тогда писали про вот эти серые пластиковые карточки УЭК. Как она, я не помню, как эта аббревиатура расшифровывается. Универсальная электронная карта, да. Но потом что-то вроде этот проект то ли изменили, то ли свернули, не помню уже. Но сейчас они, по-моему, есть, кстати. Сергиус Цветковио пишет, можно ли греть еду в микроволновке? Ну, понятно, друзья, понятное дело, что микроволновка, ну, это так же, как любое вообще электронное устройство, да, которое там, влияет на нас абсолютно каждый день. Ну, понятно, что это не здоровая
не совсем здоровая история, и не совсем здоровая пища, которую мы там греем. Но если у вас есть альтернатива этому какая-то, ну, то есть вы можете приготовить под себя там, ну, и сразу съесть что-то, не грея это в микроволновке, то пожалуйста. Понятно, что как бы в организме весь этот вред накапливается со временем, да. Ну, вот если у вас есть возможность, опять же, то, конечно, лучше не пользоваться микроволновкой. Да вообще, если есть возможность, лучше не жить в большом городе, иметь свое хозяйство и жить где-то там в деревне или в частном доме и так далее. Если уж по большому счету это раскладывать. Могу ли я сказать, что я не грею в микроволновке? Нет, не могу сказать, к сожалению. К сожалению, приходится греть пищу в микроволновке и, к сожалению, пить воду из пластиковой бутылки. К сожалению. Надеюсь, что как бы в ближайшем будущем я смогу это изменить. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-тан-тан-тан. Да, в принципе, вот как альтернативу пишет вот Арсений Молоков пишет, что подогревает на плите еду и все. Так. Друзья, вот, кстати, Алекс Петров правильно пишет, 700 зрителей и 100 лайков. Надо, друзья, поставить лайк. Это не то, что, типа, я такой, поставьте лайк, ну, типа, что вам нравится. Нет, ну, это поможет просто продвижению видео в выдаче Ютуба. Так. Мгм. Да. Так. Так. Зрители, да, сейчас 877 зрителей. Это очень, кстати, хорошо. 877 зрителей — это отлично. Саурон Ай пишет, интернет трудно отключить глобально? Нет, не трудно, абсолютно не трудно. Просто, понимаете, когда, если им это сейчас не нужно, они это не будут делать. Вон, подводные кабели. Ну, инфраструктуру повредить, все это несложно, если это какие-то специалисты делают. Но это, опять же, это очень глобальная история, и это могут только специальные там службы сделать, которые знают, где это все находится. Но в целом для них это нетрудно. Да, друзья, собственно, почему у меня стрим называется «Что начнется после 20 января?» Так вы заметьте, что это стоит знак вопроса. То есть я не пишу, типа, я знаю, что начнется 20 января. Вот сейчас самое такое тревожное, интересное время. Будем смотреть, что будет после того, как Трамп вступит в должность. Он может такие кульбиты вытворить, что даже мы сегодня с вами не представляем этого. Я просто помню по прошлому президентству, какие он делал телодвижения, как он на 180 градусов переворачивал свое мнение, причем за день буквально. Он мог там неделю говорить о том, что я сделаю вот это, я сделаю вот это. Потом раз на следующий день диаметрально противоположное и что-то другое вообще. Поэтому Трамп это очень эфемерный персонаж, очень такой амбивалентный, двойственный. И от него можно ждать все, что угодно. Так. Так, так, так. Дальше.
Свабин пишет, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Согласен на 100%. Наталья, друзья, вот сейчас просто показательно прочитаю один комментарий. Наталья Несветаева пишет, хорош нагнетать, биометрию боятся те, кому есть что скрывать. Ну, я не знаю, чем человек слушает, честно, без комментариев. Вот в чем я не могу не согласиться. Человек пишет комментарий. 21 числа начнется вторник. 100%. Андрей Гаврилов пишет, видели ролик с молодым человеком, где он заявил, что недавний сбой интернета в РФ их рук дело, и он заявил, что 25-го они обрушат весь интернет в стране на 10 дней. Что вы об этом думаете? Понимаете, друзья, я за больше чем 10 лет, так сказать, своей деятельности по исследованию всего этого столько видел уже дат, столько уже видел предсказаний, что вот в этот день в 16:00 произойдет что-то конкретное. Я не берусь соглашаться или отрицать, что это, в общем, по поводу этого события. Но теоретически может ли это произойти? Может. Но то, что это произойдет, как этот молодой человек сказал, 25 числа, я не знаю. Честно. Тут, понимаете, вопрос больше связан с тем, а зачем? Если параллельно с этим выключением масштабным будет что-то еще происходить, логика будет ясна. Если это сделают просто так, ну, не знаю. Теоретически возможно, это возможно. И более того, это даже нужно, если какие-то там события начнутся, чтобы у людей не было доступа к информации. Но то, что в конкретную дату, я не берусь утверждать, не в курсе. Как правило, это не сбывается. А вот когда люди ничего не знают, что там когда-то что-то произойдет, тогда происходит. Да, друзья, в интересное, в любопытное время мы с вами живем. Даже вот, честно говоря, вообще, знаете, друзья, вот с течением времени я понял, что реальность, она настолько более невероятная, чем любой вымысел, что я себе не мог даже представить такого. Смотрите, есть такие жанры, как фантастика, да? Есть такие жанры фильмов, как триллеры, есть такие жанры фильмов, как комедия. А то, что происходит в нашей реальности, это, я не знаю, что это за жанр, но иной раз ты думаешь, что это какая-то фантасмагория в плане вот а, происходящих событий. Аэросоник пишет, уже приобретено 2 спутниковых телефона Iridium. Человек готовится уже серьезно к апокалипсису.
Ух ты, ничего себе, смотрите. Светлана Никитина пишет: всех с праздником Крещения, а меня с днем рождения. С днем рождения вас, и тоже вас с праздником Крещения. Вот человек в крещении родился. Поздравляем тоже, да. Знаете, я вот тут про что вспомнил. Мы это, наверное, сегодня как раз-таки и сделаем с вами под конец, под самый стрима. Я вспомнил то, что мы с вами делали как-то, и это очень здорово, на всех очень положительно это влияло, и надо это сделать будет. Кто помнит, тот, ну, кто помнит, когда мы это делали, сейчас чуть позже я расскажу, что. Те знают, о чем речь. Так, 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 так. Это, мне кажется, будет хорошим завершением стрима. Пан Томас, Феликс пишет: надо на Бога полагаться, а не гадать, что будет. А кто сказал, что мы гадаем? Мы анализируем текущую ситуацию, и есть еще поговорка: на Бога надейся, а сам не плашай. И вот представьте, сколько людей оплошали, когда модные жижи себе вводили от незнания и от недостатка информации. Ну вот как-то так. Так. Хм. Вот, друзья, я на самом деле очень люблю наш с вами чат, вот из-за таких вот комментариев, которые я сейчас вам прочитаю. Вадим Широков пишет: живу в Башкирии, в небольшом городке. Летом купил дозиметр, показатели были нормальными. Вчера решил проехать по городу, это просто жесть. Прибор пищит. Вот представляете, что происходит? Вообще в каких новостях об этом кто вообще расскажет? Это то же самое, вот как у меня было интервью с Денисом Шульгой, юристом и правозащитником, который как раз в Петербурге занимался исследованием вот этого радиационного электромагнитного фона. И он тоже рассказывал, он то же самое практически рассказал. То есть у них были определенные точки, да, где они занимались измерением. И там несколько лет назад, условно, когда они измеряли вот этот уровень в этих точках, он был в пределах нормы. Но спустя там пару лет, там в 23 году, когда они начали снова на тех же местах проводить измерения, они тоже обнаружили, что там показатели зашкаливают. Это очень интересная информация, друзья. Я вот жду вот таких инсайдерских именно с ваших регионов, где вы какой-то информацией владеете, вот то, что вы видите там, что происходит. Вот это одно из самых ценных. Да, да, друзья, происходят весьма интересные вещи и не до конца пока еще понятные. Потому что для меня на сегодняшний день не очевидно, действительно ли так, как вот утверждалось, связаны жижи, вышки пятого поколения и все вот это. Пока что для меня не очевидно до конца.
Друзья, а давайте, знаете что? Давайте с вами, вот мне как раз в голову пришло, мне кажется, это очень будет полезно перед завершением стрима. Давайте мы с вами сейчас проведем социальный опрос. Вот среди всех, кто сейчас на стриме присутствует, пожалуйста, я сейчас прошу максимально даже тех, кто комментарии обычно не пишет, чтобы вы тоже поучаствовали в этом соцопросе. Смотрите, как вы знаете, у меня стримы в основном идут где-то час. Ну, очень редко, когда 1,5 часа, очень редко. И вот, исходя из того, что я уверен, что вы и других людей смотрите на Ютубе, пожалуйста, давайте сейчас в чат, в чат напишите, если вам нравятся больше стримы по времени, вот час и не больше, самая золотая середина, поставьте плюсик. Если вам нравятся стримы на 2 часа, на 3, поставьте минус. И мы посмотрим по соотношению, потому что у меня есть такая гипотеза и теория, что вообще золотая середина для восприятия человеком информации это плюс-минус 40 минут. 40 минут, ну и плюс-минус еще 20, ну еще можно добавить. Вот, поставьте, пожалуйста, и мы тем самым сейчас проведем реальный, настоящий соцопрос среди реальных зрителей, которые, собственно говоря, и подскажут. Потому что человек усваивает адекватно информацию только вот на протяжении 40 минут, плюс-минус еще 20 минут. Все остальное у него уже информационный шум идет. Он себе на фон ставит, знаете, как песню какую-то, и уже не усваивает информацию адекватно. Так. Ну да, вижу плюсиков больше гораздо, чем минусов. Аэросоник пишет, сейчас тему с мигрантами двигают. Бывший полиционер говорит, что хотят мигрантов на местных натравить. Так и без вашего бывшего, так сказать, сотрудника органов понятно. Это же вообще невооруженным глазом видно, какая политика проводится внутри. Да, друзья, плюсики идут. Ну, я, собственно, и другого не ожидал, потому что, ну, любой нормальный человек, так сказать, он, для него золотая середина, золотая вот эта вот середина по времени это от 45 минут максимум до часу. Дальше уже пошло замыливание. Все, друзья, в принципе, подтвердил свои предположения. Действительно, плюсиков больше. Вот, ну, значит, так и продолжаем в таком же формате. Плюс-минус 45 минут, час с небольшим делать стримы. Друзья, а теперь давайте завершим стрим. Очень хорошо. Смотрите как. Сейчас каждый из вас, ну и я в том числе как бы голосом, напишите самые вообще добрые пожелания, которые вы желаете друг другу. Самые-самые добрые. Вот что у вас сейчас первое на душу приятное приходит. И давайте просто заспамим чат, просто десятки этих сообщений сделаем, и каждый будет читать эти сообщения. Тем самым, друзья, знаете, это мы как положительные друг другу, так сказать, эмоции даем. И положительные слова, они очень влияют. Друзья, мы недооцениваем вообще, насколько слова это важно. Насколько важно, я сам с этим борюсь, честно скажу, как важно следить за своим языком. Это очень важно. Вот для меня это одна из страстей моих и борьбы моей. Вот этой вот духовной, как бы можно сказать. Вот, и когда мы говорим добрые, хорошие вещи, это просто, ну вот даже сейчас человек, который сидит, он это все читает, у него просто сердце будет также радостью наполняться. Почему вот важно, как бы, добрые слова, почему они очень важны. Вот. Поэтому, что я могу сказать, друзья, еще раз всех поздравляю со светлым праздником Крещения Господня. Всем желаю здоровья, счастья, любви, хорошего самочувствия, хорошего настроения, добра во всех проявлениях. И чтобы вам, знаете, чтобы каждому из вас в жизни открылся Бог. По-своему. У Бога каждому свой ключик. Вот к такому прожженному, скажем так, рационалисту, как я, он нашел свой ключ. И это было непросто, и это было долго. И на мне ответственность еще больше, потому что, так как я человек, знающий, что Бог есть и верующий в Него, на мне еще большая ответственность вообще, просто по жизни. Можно списать
немножко ответственность с того, кто не знает, есть он или нет, который живет какими-то там вообще непонятно чем, понятиями человек, а вот на мне за это ответственность. За каждое мое слово, за каждое мое действие, за все это. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы вы друг друга любили, уважали, ценили. И, понимаете, они хотят, чтобы мы были в противоречии и в споре друг с другом. Я хочу, чтобы каждый из вас вот в этих грядущих событиях и вообще в сегодняшнем дне прежде всего оставался человеком, чтобы мы друг другу помогали, не топили, не оскорбляли, не спорили, а прежде всего, чтобы мы помогали друг другу. Вот это самое важное. Поэтому всех обнял, до новых встреч, отдыхайте и не забывайте, что не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Все, друзья, до новых встреч. Всех рад был видеть. Пока-пока.